Здравствуйте! Сегодня тема нашего разговора – учебник Сорока для возраста 50+. Я сразу скажу, что это мой самый любимый возраст. Это как раз возраст, в котором я сама сейчас нахожусь. И Сорока подходит для вас идеально. У меня были ученики такого возраста и даже старше. И вы можете посмотреть видео «Голоса Америки», в котором снимали нашу группу, когда мы занимались по учебнику Сорока. Дело в том, что у нас учебник с крупным шрифтом, везде картинки. Он вызывает очень приятные ассоциации, его приятно держать в руках, и поэтому людям 50+ приятно по нему заниматься. Можно и нужно следовать советам из книги для учителя. Потому что игры-угадайки, анаграммы, диктант суриков – это все подходит для любых учеников. Тренажер «Три богатыря» тоже подходит, потому что он направлен на то, чтобы многократно повторять, что-то держать в руках и передвигать, в нашем случае карточки, можно предметы какие-то двигать. То есть он подходит для учеников любого возраста. Сорока очень учебник медленный, очень часто мы все повторяем, и это тоже важно для учеников возраста 50+. В то же время есть некоторые замечания. Но, конечно, надо учитывать, что обучение детей и обучение людей старше 50 лет очень сильно отличается. В классе с учениками возраста 50+ надо гораздо чаще повторять материал, гораздо чаще возвращаться к пройденному, так как ученики будут усваивать его гораздо медленнее и забывать гораздо быстрее, чем это делают дети. Старайтесь все фиксировать письменно. Пусть в дополнение к рабочей тетради, которая является частью учебного комплекса, ученики заведут еще и обычную рабочую тетрадь, куда будут записывать какие-то слова, транскрипцию, то, что осталось за рамками рабочей тетради. Итак, у вас будет учебник, рабочая тетрадь, которую вы купите, дополнительная рабочая тетрадь, просто обычная, чистая, с листочками. Особенно внимание обращайте на работу с аудиофайлами, потому что это очень важно. И очень часто у людей старше 50 очень как раз важна для них информация, которую они воспринимают на слух. Она для нас очень важна, поэтому, пожалуйста, уделяйте большое внимание слушанию и повторению. Возможно, вам придется помочь вашим ученикам загрузить аудио, а если этого не делать, то, в общем-то, тоже можно выход найти, можно и аудио просто на уроке слушать, не обязательно загружать и использовать самостоятельно. Ученики возраста 50+ любят применять полученные знания на практике, и Сорока им идеально в этом подходит, потому что мы как раз выводим все в речь, мы начинаем с самых простых диалогов уже прямо вот с первого урока, и ваши ученики этого возраста оценят такой подход. Как правило, ученики возраста 50+ уже мотивированы, они уже знают, зачем они к вам пришли. Цените это, их не нужно дополнительно мотивировать. Во время урока преподаватель должен стать участником группы. Это очень важно. Избегайте менторских отношений, что вот я такая важная, я пришла тут вас сейчас буду учить. Нет, встаньте в круг, стулья поставьте вокруг стола, пусть они стоят в круге, и станьте равноправным участником группы. Дайте возможность высказаться каждому участнику группы. Даже если вы уже говорили на эту тему, и ответ вам кажется очевидным, не бойтесь повторить ответ на вопрос еще раз. Возможно, даже много-много раз. Повторяйте вопросы мягко, не торопитесь с ответом. Всегда будьте готовы подсказать правильный ответ. Лучше заниматься по печатной книге, а не по электронной. Даже если у вас урок идет онлайн, пусть ученик купит свою книжку и занимается онлайн, но вот по своей книге, пусть он держит ее в руках. При обучении возраста 50+ лучше, конечно, опираться на зрительную память, на картинки, а не на абстрактные понятия и правила. Задавайте вопросы, на которые ученики могут ответить из своего опыта. Например, спрашивайте, как они изучали языки, когда они учились в школе, какой был у них опыт позитивный, какой опыт был негативный. Все это
очень важно, обращайте внимание на то, что вы убираете негативный опыт, который они пережили, вы учитываете это в своих уроках, и такого не повторится. Если у вас групповые занятия в обычном классе, то приходите в класс заранее, чтобы всех поприветствовать, обменяться пару слов с учениками и просто поздороваться, не торопясь. Чаще проводите перерывы и дайте возможность отдохнуть. Помните, что для учеников возраста 50+, учитель становится скорее советчиком, проводником в мир русского языка как иностранного. И Сорока очень помогает работать с этой возрастной группой. Хороших вам уроков!